Перед просмотром видео, для тех, кто не знаком с моим каналом и с другими моими видео, я настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы видео про устройство нашего мироздания. Потому что если вы не знакомы с данной информацией, то, возможно, при просмотре этого видео много для вас будет непонятным. Также я оставлю в конце, для тех, кто не знаком с моим каналом, ссылки как на ролик по устройству мироздания, так и на ролик по отключению под ключик, потому что я думаю, вопросы про то, как от этого всего избавиться, тоже у людей возникнут. Также ссылку на ролик по устройству мироздания я оставлю в описании. Ну а все те, кто смотрел эти видео, то всем приятного просмотра. Всем доброго дня, ребята! Сегодня мы с вами будем объяснять, что такое матрица и что такое вообще завод по производству Гаваха. Это у меня уже дубль 2, потому что я первый раз начала объяснять. Поняла, что я начала вообще не с того. Для того, чтобы было понимание, то есть надо было начать по-другому, поэтому сейчас я переснимаю уже. Потому что тема очень сложная, я не знаю даже, как вы ее будете осознавать, потому что мозг может вообще сломаться. Ну да ладно, пробуем. Дубль 2, попытка 2 съема видеоматериала. Итак, во-первых, давайте, что матрица — это часть системы. Это та часть системы общей, да, вот условно систему, завод по производству Гаваха можно поделить на 3 основные части. Первая часть — это физическая. Физическое — это то, что вас окружает, то, что вам тут рассказывают, то, что, я уже говорила, это стереотипы мышления, это вот эта вот вся система с бумажками, вся вот эта вот штука, все вот эти вот эгрегоры, которые тут вас, ну, не эгрегоры, точнее, а физические вот эти вот проявления этого всего, которые вас так или иначе затягивают с самого рождения в матрицу. Второе — это выкачка энергии, выкачка вашей энергии. Основная цель вообще всей системы — это выкачка энергии. Выкачка энергии и удержание вас в том самом виде, чтобы вы эту энергию выделяли. И третье — это матрица. Так вот, давайте посмотрим, то есть если мы, то есть физическое вы понимаете, да, вот оно вас окружает там и все такое. Но если мы будем смотреть на примере завода, то есть какую роль выполняет матрица и какую роль выполняет выкачка энергии, во-первых, это все вкупе система. То есть у системы она многогранна, у нее очень много отделений в заводе, да, которые каждый отвечает за свое. Так вот, там еще есть 4-е проявление магии, но это магию отдельно разберем. Она относится так или иначе к эгрегорам и к вот этой вот всей байде, поэтому ее можно сказать как ответвление от этого всего, но не суть. Смотрите, все, если мы берем, то матрица, сегодня мы будем разбирать ее именно. Вот. Потом, если что, будем разбирать, как это все действует вкупе. Матрица — это такая система на заводе, это как большие огромные бочки, где варится солод. То есть это та среда, в которой вас, то есть, ну, как ячмень, да, хмель там или что там делают, то есть вас варят, маринуют для того, чтобы вы вот сюда отдавали энергию. Вот, это матрица. И вот эти вот штуки все, то есть работающие на выкачку энергии, они делают так или иначе, помимо того, что у них механизировано все, то есть вас потом разливают по бутылкам, вашу энергию, да, механизировано. То есть вручную они ничего не льют, там подъехала бутылка, пшит, слили, там поехала дальше. Опять подъехала, пшит, там налили, поехала дальше, все там.
поехала куда-то продаваться там или на какие-то нужды, там еще куда-то на склады, там на их местные темные. Вот. А они же используют матрицу для того, чтобы вас варить. То есть это как вот их такие особые бочки, можно сказать, для того, чтобы варить вас. Чтобы вы потом тщательно разливали свою энергию по бутылкам. Итак, если это понятно, ну, физика, я думаю, объяснять не надо, да, физика это как тоже вытекающая из вот этих вот двух, то есть при помощи физики, на физическом уровне, точнее, вам впаривают как второй пункт, как третий пункт, так и четвертый пункт, то есть вот все пункты вам впаривают на физике, так или иначе. Через различные источники, через различные виды там всего вообще. Кстати, сейчас, если я объясню про матрицу и влияние матрицы на вас, в том числе, я думаю, вам станет понятно, каким образом и зачем вам это впаривает, и примерно вы сможете провести аналогию. Так вот, смотрите, первое, что такое матрица вообще? Как система, да. Сама матрица, помните, мы говорили с вами, то есть суть матрицы, что она делает, по каким принципам действует этот механизм. Суть того, кто создал матрицу, то есть что он хотел сделать. Он хотел сделать механизм, такой механизм, который смог бы, машина, которая смогла бы выстраивать реальности, как это делает Творец. То есть помните, да, мы с вами говорили, что энергия материи подчиняется только энергии духа. То есть энергия души меняет энергию материи. Никакая другая энергия не может менять материю. А материя – это то, из чего состоит все. Ваш стул, стол, шкаф, вся реальность ваша, все, что происходит вокруг вас, все состоит из энергии материи. То есть это универсальная энергия, которая создает все миры во Вселенной, а все движение, все, что происходит, все благодаря движению и построению энергии материи. То есть каркас, условно, энергия материи строит, ну, если мы берем, я не знаю, как там вам, тонкопланово, не тонкопланово, но энергия материи выстраивает определенный каркас. То есть вот он, каркас домика, да, который построился где-то там на тонком плане, и потом начался момент того, что потенциал, то есть сюда идет в этот каркас энергия духа, энергия души. Эта энергия души начинает раскручиваться, создается вот этот каркас, и все. И в физическом проявлении, то есть на физике, можно сказать, начинает выстраиваться определенная цепочка. Вот. Тут мы нарисовали каркас, что у нас должен стоять там на каком-нибудь пустыре домик. И начинает выстраиваться цепочка. Одно событие, второе событие, третье событие и так далее. И в итоге эти события в совокупность один за другим приводят к тому, что у нас на вот этом пустыре, на котором мы хотели, стоит домик. То есть энергия души выстраивает каркасы определенные, которые потом материализуются при помощи определенных цепочек. То есть энергия материи выстраивается таким образом, это тоже построение каркасное, для того, чтобы у нас был домик, каркас которого мы выстроили. Так вот, это вот работает вот таким образом. Так вот, матричная машина, то есть создатель матричной машины, что же он хотел? Он хотел построить такую машину, которая бы при помощи энергии тоже, ну так как у машины не может быть энергии духа, и она не может простраивать каркасы реальности, но он хотел построить такую машину, которая бы выстраивала каркасы реальности.
машина, которая работает на алгоритмах, построения каркасов реальности. И вот главный момент того, что как же эта машина будет строить каркасы реальности, даже если мы возьмем технически то, что мы построим такую машину, да, что он ее построит, что эта машина будет, действительно, эти алгоритмы, которые там ей пропишут, они будут выстраивать каркасы в матрице, ну, не в матрице, а в энергии материи, да, выстраивать какие-то вот такие алгоритмические матричные каркасы и все такое, но как она будет выстраивать эти каркасы, ей на это нужна энергия. А так как по закону Создателя энергия материи подчиняется только энергии духа, то брать энергию для построения каркасов своих алгоритмов этой машине можно будет только с одного источника. И этот источник – души. То есть души – это те, кто дают потенциал, энергию души своей на то, чтобы эта машина выстраивала каркасы. То есть фактически душа, если мы берем матричный каркас, вот представьте себе машина, да, эта машина, ну, давайте сравним с чем-нибудь пока что таким понятным, потом я покажу сами алгоритмы эти, как они выглядят. Для начала, чтобы вам было понятно. Смотрите, помните компьютер, если мы открываем компьютер, командную строку, да, вот, командная строка, и вот в этой командной строке мы пишем там config IP, допустим, или еще что-то, неважно, мы пишем какую-то команду. Команда. Мы даем команду, и согласно этой команде, которую мы ввели, далее компьютер нам выдает результат. То есть он запускает алгоритм. Этот алгоритм запускается, прокручивается в компьютере, обрабатывается им, и тут нам выходит результат. То есть это понятно. Команда, запуск алгоритма и вывод результата. Тут то же самое. Вводится команда. Команда, она идет здесь не такая, что config IP там, или еще что-нибудь, а команда идет в циферном значении. Допустим, поняли? Далее запускается определенный алгоритм. И этот алгоритм дает нужный результат. Так вот, смотрите, сейчас мы будем рассматривать алгоритм, да, команда, понятно. Сейчас мы будем рассматривать, как же начинает запускаться алгоритм и кто же запитывает. То есть машина матричная начинает выстраивать каркас, но она не может выстроить каркас просто так, она не может просто так влиять на энергию материи. Для того, чтобы влиять на энергию материи, ей нужно питание. То есть, по сути, представьте, что это огромный завод. Завод алгоритмов, который варит, да, пиво. Но для того, чтобы ему варить опять то же самое пиво, ему нужна энергия. То есть просто так завод работать не будет. Для того, чтобы этот завод работал и производил алгоритмы, ему нужно питаться. А это энергия. Энергия души. И тут мы подходим к тому, о чем я вам говорила. Вы меня не слушали, не хотели слушать, наверное. Многие услышали, молодцы большие. Это к тому, о чем я вам говорила. Что для того, чтобы этой машине получать энергию души, душа сама по закону свободной воли должна ей в этот завод поставлять энергию. По сути, душа
отдает энергию заводу и говорит: завод, давай-ка ты за меня будешь решать, сколько денег я буду получать, сколько я буду получать там того, сего, пятого, десятого, какие события в моей жизни будут происходить, что будет вообще. То есть душа, она запитывает матрицу, она дает свой потенциал. У каждой души есть потенциал. Потенциал — это ее энергия, которую она в данной жизни реализует. То есть каждый человек, когда спускается сюда, он выделяет на уровне своей души энергию, много-много-много энергии. И эта энергия должна вихревыми потоками закручивать реальность вокруг него, то есть выстраивать каркасы, выстраивать домики, выстраивать машинки, там, я не знаю, выстраивать, что вам там еще надо, работу, на которой там будет работать, или чем он там будет заниматься, работой или свое дело вот открывать. То есть потенциал — это энергия, которая должна выстраивать материю этого человека так, чтобы он получал в этой жизни то, что он хочет. Это то, о чем мы говорим, когда мы запускаем намерение. Все говорят о том, что мы влияем на вот эту реальность, мы делаем то-то, 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 но при помощи чего мы это делаем? При помощи энергии своего потенциала, энергии души, взаимодействия нашей энергии души с окружающим пространством материи и реальности. Что же происходит здесь? Мы сами ничего не простраиваем. Мы говорим, что все за нас кто-то решил. Понимаете? Вот помните, я говорила, что вы сами отдаете кому-то там право управлять своим здоровьем, своей реальностью, что события, которые у вас происходят, кто-то там выстраивает, своей волей, что кто-то там решает вашу волю, что там ваша воля, не ваша воля, как бы что там деньги, да, пускай будут деньги, потому что деньги — это эквивалент энергии тоже. То есть и сколько у вас будет энергии. Так вот, вы это все отдаете, я уже говорила, по сути, вы это отдаете эгрегорам. Эгрегоры, сущности, да, какие-то там еще что-то. Вы им управление вот этим всем отдаете. И говорите: забирайте, чуваки. И они это все забирают. То есть все, вы им право управления этим всем передали. Ваш кошелек, условно. Вот ваш кошелек, да, в этом кошельке ваш потенциал. И вы передали право управления своим потенциалом, который вы должны в этой жизни использовать для того, чтобы по максимуму получить то, что вы хотите от этой жизни. Каким-то левым людям, которые вы избрали своими опекунами. А эти опекуны, в свою очередь, они не будут там сидеть и сами там решать, что с вами делать, кого с вами делать. Им вообще пофигу. Им единственное, что их интересует, это ваш кошелек. Это цель, за которой они сюда пришли. Ваш кошелек. Там ваши деньги. Условно ваши деньги. И вы вот эти свои деньги, вы даже не знаете, сколько у вас тут в кошельке. Вы все деньги отдали третьим лицам. И эти третьи лица, они как бы, ну, им вообще вот как бы фиолетово, как вы будете. Им главное, что каждый месяц в вашем кошельке появляется определенная сумма. Допустим, там 500 тысяч, да, ну, условных там 500 тысяч. Из них вам, чтобы вы там окончательно не загнулись, они выделят 3000. Какой-то прожиточный минимум, да, чтобы вы вот только вот с голоду не сдохли, простите, но это так. А все остальное они заберут себе. За то, что они за вас решают, все делают и все. Но они как таковые за вас ничего решать не будут. Они вас, то есть полностью, да, отдадут в матрицу. То, куда они вас загонят, это матрица.
Все, здравствуй, Нео. Они загонят вас в матрицу. И вы этой матрице, когда вы говорите, что давайте там решайте, как у меня там что будет, как там сколько денег у меня будет, как я буду жить, там все. Вы говорите, я ничего не решаю, я ничего не могу, я ничего не делаю, за меня решает кто-то там, какая-то высшая сила. Решает вот эта вот штука за вас. И эта вот штука, она создает каркас реальности, но опять же при помощи вашего же потенциала. Вы те ослики, которые крутите и шестеренки вот этого механизма. Про шестеренки я сейчас расскажу отдельно. Но что делает матрица, что делает эта машина? Вы отдаете ей, этой машине, я не знаю, как ее там нарисовать, давайте просто матрица напишем. Матрица свою энергию, энергию души, добровольно причем. Вы отдаете энергию души матрице через посредников, да, точнее, посредники, как бы вот этот момент управления вами переключают вот сюда. Они вас автоматически подключают вот сюда. Вы сюда просто как провод, вот вы тоже как большая электростанция, только вас очень-очень много. Вы начинаете крутить шестеренки, отдавать свою энергию вот этой штуке, и она в свою очередь выстраивает каркас реальности. По определенным алгоритмам. Алгоритмам, прописанным конкретно не для вас, а для общей системы варки солода. Как правильно варить солод. То есть она вас будет варить точно по такой же схеме, как и всех остальных. Ну, опять же, согласно тому, что она будет учитывать вашу волю, да, так или иначе, хочется ей это, не хочется. То есть алгоритмы матрицы, их очень много, то есть они так или иначе будут подстраиваться под волю человека, под волю души. Но тем не менее, оно будет выстраивать каркас реальности согласно алгоритмам. Эти алгоритмы, ребята, они ни разу на вас работать не будут. Потому что единственная цель матрицы – это варить вас, для того, чтобы потом разлить по бутылкам вашу энергию. Так вот, если это понятно, что матрица – это машина, которая, выкачивая энергию души с людей, точнее, люди сами ее питают. Это, знаете, это как просто выглядит на тонком, что много-много-много людей, вот есть вот эта машина, и много-много-много-много-много-много просто огромное количество людей сами просто посылают волнами огромное количество энергии. Эти цифры матричные, которые там есть, они вот, это как механизм, который, понимаете, вот как Франкенштейн, я ожил. То есть люди добровольно эту энергию всю посылают в эту машину. И эта машина работает. То есть, смотрите дальше. Показываю. Из чего состоит матрица? Как же она крутится, как же она работает? Ну, давайте. Матрица сама по себе это механическая, наполовину циферная. То есть матрица, она состоит из цифр, но не таких цифр, как вам показывают по телевизору или в фильме Нео или еще что-то. Если мы берем классическую матрицу, программную матрицу, которую нам показывают по телевизору, то она выглядит примерно вот так. Там 1, 0, 1, там 1, 0, 1. Это все в столбик. Вот так вот идут цифры. Там 1, 1, 0, 1, 0, там и т.д. и т.п. То есть и вот он пошел вот такой вот принцип построения, да, матричных каркасов. Это именно, и вот она побежала, там чего-то. Это вот такие нам каркасы матричные показывают в программировании.
Как же выглядит та самая матрица темных? Как же она действует? Сейчас, я думаю, у многих шестеренки в голове, по крайней мере, встанут куда надо. Смотрите. Матрица цифровая, наполовину цифровая, именно которая работает здесь и выстраивает каркасы, ее алгоритмы, про которые я говорила, они выглядят, то есть шестеренки этой матрицы, они выглядят в виде геометрических фигур. Понимаете? А то, что нам говорят там всякие вот эти вот моменты, то есть это треугольники, квадраты, прямоугольники и так далее. Так вот, вот эти вот шестеренки, они имеют под собой, да, круги там, они имеют под собой коды, определенные коды. То есть коды от 1 до 9, где однерка первый шаг, и он несет определенный смысл в себе, да, а девятка это последний. Так вот, эти циферные коды складываются определенным образом. То есть у матрицы своя система алгебры, можно сказать. То есть своя система математики, просчетов. У нее свой, можно сказать, своя вычислительная система. Я не буду вам рассказывать алгоритмы вычисления матрицы. Как они устроены, чем они устроены, зачем они устроены, как там вычисляются эти кода и все прочее. Потому что, вот без обид, ребята, не потому что я их не знаю там или еще что-то, мне лень рассказывать, но я больше чем уверена, что найдутся такие умники просто, которые, посмотрев вот это все, то есть я не буду рассказывать, что означает каждая цифра там и все прочее. Потому что найдутся умники, которые побегут себе на лбу 3 шестерки рисовать, вот серьезно. Я больше чем уверена. Поэтому во избежание вот таких вот моментов, да, и таких умников, я вот эти моменты не буду рассказывать. Но я вам расскажу в общем, что, как и зачем. Смотрите, то есть примерно это строится вот так. Там, берем треугольник, и я беру, там, допустим, 1, 1, 1, вот так вот, да, допустим. Это вот будет определенный матричный, ну, определенный алгоритм. Этот алгоритм тут в сумме будет давать циферку, то есть эта циферка будет одна такая в центре стоять, и тут вот будет 3 вот так, допустим. Здесь будет там по-другому, да, вот в таком там виде, допустим. И это будут 2 шестеренки. И вот эти алгоритмы, каждый алгоритм имеет определенное значение, да, то есть он создает определенный каркас. Определенный каркас. И этот вкупе, допустим, если мы одну шестеренку наложим на другую, там, так вот, условно, да, мы получим вообще другой алгоритм. То есть этот каркас плюс этот каркас, там 0,1 плюс там 1,1 даст нам вообще другой алгоритм работы. И так далее. Так вот, сейчас мы с вами примерно нарисуем, как это все выглядит. Потом я вам расскажу одну историю, ну так поверхностно, без особых подробностей, но тем не менее. Так вот, большая, огромная такая шестерень, одна, она имеет свой код, свою цифру. Какую цифру я тоже не скажу. Вот, хотя, нет, это число зверя, но это не то число зверя, про которое вы думаете. Эта шестерня большая, она крутится. Вот. В этой шестерне, в большой шестерне находятся малые шестерни, да, вот так вот, малые шестерни. Помните часовой механизм? Вот вам. Малые шестерни, я там не буду рисовать треугольники, там это, ну, вы поняли, да? Смысл. Я сейчас буду рисовать вот так. То есть тут тоже там определенные алгоритмы. Алгоритмы вот это то, что крутится по кругу. По сути, каждая вот эта там шестерня, она какой-то определенный выстраивает событийный ряд. То есть вы поняли, большой цикл, малые циклы, да, которые внутри этих больших циклов, внутри этих малых циклов более малые циклы там,
да, вот это вот все. И так далее. Вот то, о чем мы там с вами говорим. Эти еще более маленькие какие-то там у них идут события, да, там еще какие-то вот такие вот моменты. И прочее. Более. Так вот. И тут момент в том, что вся вот эта вот конструкция, малые вот эти алгоритмы, самые маленькие, да, шестерни, крутит более большую шестерню. Более большая шестерня крутит еще более большую шестерню. А более вот это вот уже 3 шестерни крутит вот эту большую шестерню. Понимаете? Но в свою очередь, когда вот эта большая шестерня крутится, она крутит более мелкие шестерни, то есть вот эти шестерни, вот это, потом эти в свою очередь, вот эти и так далее. То есть это идет такой обратный множественный эффект. То есть когда малое крутит большее и в свою очередь большее крутит малое. Я начало и я конец, да, или как там, вот. Вот такая вот матрица люди-цифры у нас. Одноименного, названная в честь одноименного создателя этой матрицы. Так вот, эти шестерни, чтобы вам было понятно более, как и каким образом, что происходит, я вам расскажу такой момент. Как-то раз я на тонком плане видела такую картину, очень интересную и классную, касательно матрицы как раз и того, как люди крутят эти шестерни. То есть, по сути, вот эти шестерни, особенно малые шестерни или даже больше шестерни конструкции, крутят люди. Как это ни странно. То есть, человек, вот она, крутит эти шестеренки, как ослик. Вот видели в фильмах, есть ослик, вот такая вот круглая там штука, да, у кузнеца там где-то, вот она там. И ослик, который здесь привязан, вот он идет, тут у него морковка какая-то подвешена, да, вот. И этот ослик, он идет за этой морковкой и крутит вот эту шестерню. И пока ослик идет, вот, шестерня вот эта крутится. Шестерня крутится, а тут механизм срабатывает, и там, значит, у кузнеца, я там не знаю, меха раздуваются, там еще что-то делается, да, вот. Но сам механизм того, что ослик ходит по кругу вот так вот просто и крутит шестеренку, и эта шестеренка работает, приводит в движение другой механизм. Это вот принцип работы матрицы, то есть энергия, ослик отдает свой потенциал, свою энергию вот этой шестеренке. А если мы берем матрицу, то там люди создают определенные энергетические завихрения. Сейчас об этом я тоже расскажу. Смотрите. И тут у нас в момент вступают эгрегоры. Где же вот в этой конструкции, зря я ее убрала, сейчас еще раз нарисую. Как вы думаете, где вот в этой вот конструкции, ушки ослика, вот морковка, да, у нас эгрегоры? Вот просто вот там 5 секунд видео. Где тут эгрегоры? Я думаю, многие уже догадались. Вот эгрегоры. Эгрегор – это морковка. Это морковка. Вот ослик. И для того, чтобы ослик шел и крутил, ему надо дать какой-то момент поощрения, да, чтобы у него был стимул крутить эту шестеренку. Так вот, стимул крутить шестеренку ему дает морковка. И эгрегор является той самой морковкой. И вот, ребята, подходя к вот этому всему, я вам могу сказать одно. Смотрите, по сути, вот этой шестерне ей абсолютно плевать. Энергию она с ослика будет выкачивать. Так или иначе, сам смысл того, чтобы вот все вот это делалось, это чтобы крутилась шестеренка. Чтобы ослик заботливо шел вперед. И тут кузнецу, системе, да, ей абсолютно плевать, какого цвета будет морковка. То есть будет она зеленая, желтая, фиолетовая, красная, там, серо-буро-малиновая. Главное, чтобы ослику нравилось.
Потому что если ослик вдруг остановится и скажет, так, что-то не то, мне не нравится желтая морковка, что-то с ней не так, по-моему, она какая-то просроченная, по-моему, что-то с этой желтой морковкой не так, и почему вот, когда я иду за этой желтой морковкой, со мной происходит что-то плохое. И ему говорят тут же, да, чувак, желтая морковка плохая, не иди за желтой морковкой. Иди за фиолетовой морковкой, она более красивая. Посмотри, какая красивая фиолетовая морковка. И ослик такой говорит, о да, желтая морковка была плохая, я пойду за фиолетовой, фиолетовая стопудово хорошая. И ослик опять продолжает свое замечательное движение и крутит вот этот механизм. Вот, так или иначе. И причем ослик сам на это соглашается. То есть в очередной раз. Далее фиолетовая морковка надоест. Ну, ему красную предложит. Красную, там, зеленую, там, еще какую-то. То есть главное, чтобы ослик шел за морковкой. Если ослик перестанет идти за морковкой, механизм остановится. Если ослик поймет, что ему никакая морковка не нужна, что ослик сам абсолютно автономен, и он может идти не только по вот этому кругу, а туда, куда он в принципе хочет, он может в принципе не идти. Он может сесть, отдохнуть, лечь. Он может вообще отодрать эту веревку, которая держит его, да, к вот этому механизму прикрученной. Отодрать просто веревку и пойти куда-то гулять на пастбище и делать то, что ему хочется. А не то, что хочется вот этому вот замечательному кузнецу, который на осликовом горбу крутит свои какие-то моменты, да, вот. Ну, как-то вот так. Для тех, кто там думает, что этот кузнец там кормит ослика или еще что-то делает, да, вот он же, ослик живет за счет кузнеца, ослик может прекрасно кушать сам где-нибудь на пастбище. А то, что ему дают там условно одну морковку и то ею дразнят, да, этот бедный голодный полудохлый ослик продолжает крутить, как бы, вот, ну, это ни разу не забота об ослике. Так, далее. Смотрите, сейчас я вам расскажу вот алгоритмы, и там мы немного даже затронем тему глобалистов. Как-то раз на тонком плане я видела такую картину. Я не буду сейчас говорить, что это за эгрегор, то есть я видела такую картину, как люди, они заходят в определенное место, вот, место, связанное с эгрегором. И вот там был такой вот внутренний двор, строение само. А вот это все на физике было, да, вот так вот это все выглядело. И сюда заходили люди, вот он был вход в это место. Сюда заходили люди, отсюда они выходили, грубо говоря. И люди двигались вот так. То есть они заходили в это место и из него уходили. И когда я смотрела на это место на тонком плане, я увидела очень интересную картину. Я увидела такой один большой треугольник, который вращали люди, которые шли сюда. То есть они вращали его вот в эту сторону. А еще я увидела второй большой треугольник, вот такой вот, который вращали люди, которые шли вот сюда. И по факту, то есть над вот этим вот местом была вот такая вот картина. Это все было на тонком плане. Причем вот эта фигурка, она, думаю, всем известна, да, то есть один треугольник, который крутился в одну сторону, и другой треугольник, который крутился в другую сторону. И вот эти два треугольника, они создавали над этим местом воронку, огромную такую энергетическую воронку. И эта воронка уходила в нижние миры. То есть люди, когда крутили вот этот механизм, они создавали энергетическое завихрение. То есть, во-первых, при помощи своей энергии своей души, которую они вот в этом месте оставляли, так или иначе, которую они запитывали это место, они крутили вот эти два механизма. То есть ослики, условные наши, простите, ребята, но вот крутили вот эти две шестеренки,
Эти шестеренки создавали определенный алгоритм. То есть, и вот тут энергетическое завихрение было, которое крутило, во-первых, шестерни, а во-вторых, создавало энергетическую воронку, через которую шла огромнейшая откачка энергии. И в свою очередь вот эти вот две шестеренки создавали определенный алгоритм простраивания реальности. Вот такое красивое, замечательное действие. Тогда я еще не до конца поняла, что я увидела. И, кстати, вот эти шестеренки, они были, представляете, прям вот в этом месте, если мы смотрим на физике. Вот, кстати, кто вот задавался вопросом, да, вы, наверное, сейчас очень много смотрите всяческих видео и прочего, и там очень много рассказано о том, что всяческие здания, всяческие вот эти вот сооружения, они строятся по определенным символам, да, по определенным конусам, там, вот, допустим, там, вот такой вот там конус какой-то, вот он, там строятся вот эти вот здания, там, и все по каким-то определенным алгоритмам, для чего они так строятся, почему они так строятся. Так вот, на примере этого здания я вам могу сказать, что на полу вот прям вот мраморные вот такие вот большие плиты были выложены во дворе вот этого здания, куда эти люди все заходили и выходили. Там были огромные вот такие мраморные плиты, и на них, знаете, что было нарисовано? Вот такой замечательный вот такой рисунок. Когда я потом это увидела, что такой рисунок был изображен на полу, прям на вот эти, над вот этой всей конструкцией, ну, в принципе, у меня все сложилось. Я думаю, у вас тоже все сложится. То есть вот эти вот физические проявления, да, в строительстве, в архитектуре и еще что-то, они как физическое закрепление определенных алгоритмов. То есть где-то там, образно выражаясь, в матричном пространстве есть какая-то фигура, да, там, я не знаю, определенная шестеренка какая-то, которая вот, допустим, там какую-то вот такую вот фигуру там или что-то вот подобное она там содержит, и вот это все крутится там и все прочее. И вот, допустим, вот такая вот какая-то шестеренка, это я образно, да, опять же там, вот она там туда-сюда крутится и создает определенное какое-то завихрение, определенный какой-то алгоритм реальности, чтобы, допустим, там в каком-то здании все тикало как часы, как кому-то там чего-то надо, да, вот. И вот эта вот шестеренка создает определенный алгоритм, какой-то каркас. И те, кто знают, как работают вот эти шестеренки, те, кто знают, какая именно шестеренка над чем крутится, они на физике, то есть они делают как закрепление этой шестеренки. То есть они выстраивают на физике прям какое-то там здание, да, которое будет символически или, ну, очень даже не символически, повторять геометрию вот этой вот шестеренки, которая прямо над этим зданием крутится и создает определенные матричные алгоритмы. Я надеюсь, это понятно вам. Вот. Также мы, допустим, вот как все вот вы слышали, да, вот эти вот моменты, тоже смотрите, наверное, много видео, там еще что-то, что некоторые люди определенные, они создают события какие-то, и потом другие люди, когда просчитывают некоторую математику этих событий, они наталкиваются на то, что это событие, оно какое-то не случайное. Не случайное, например, потому что, когда произошло это событие, если там сложить какие-то определенные цифры или сложить определенную дату или еще что-то там поскладывать, да, посмотреть на какие-то определенные вещи, то складываются какие-то вот такие вот цифры там, да, и вот там какие-то там дроби, еще что-то, ну, то есть какие-то цифровые коды, ну, вот самые распространенные, чтобы вы поняли, да? Или наоборот, допустим, там вот такие, то есть вот такие,
То есть, что это значит, что это за коды такие веселые, и почему вот именно, то есть, многие там, кто особенно разборы такие делает, они говорят, это вот символы, это вот они делают для того, чтобы, значит, своего там, этого хозяина поощрить, для того, чтобы, это у них типа вот просто как какие-то обряды или еще что-то. Ребята, ну вы, наверное, догадались, да, уже, что это не обряды. Это не обряды, это не символы, это не просто так, чтобы там кто-то там чего-то на другом конце света понял и прочее. Нет. То есть я говорила о том, в прошлом видео вы слышали, что в матрице есть часовщики. Часовщики, они пониже, вот я говорила, 13 человек, которые там владеют этим миром, условно, ну, они не владельцы, они только тут, как можно сказать, назначенные управляющие, да, так вот. Члены других семей, они, можно сказать, условно, часовщики. Что же это за часовщики такие? А это те, кто знают, как работает матрица. Это те, которые знают механизмы матрицы, они знают, какие правильные фигуры, как складывать, да, для того, чтобы им получать определенные моменты, алгоритмы вокруг события. Там, допустим, если они берут вот эту фигуру, накладывают ее на какое-то событие, вот, фигура плюс событие плюс код, и они получают определенный результат. То есть результат, который им нужно получить, он, как вам сказать, он контролируемый. Допустим, мы берем событие, да, какое-то. Вот им надо создать какое-то новое движение, да, вот в определенной стране или еще где-то там, неважно. Определенное явление, движение или еще что-то. Что они делают? Они берут, создают события искусственным образом, да. То есть там, допустим, кого-нибудь убивают или еще что-то, неважно. Создают прецедент, событие. Прецедент. И на этот прецедент, если его там правильно просчитать, как люди вот делают некоторые разборки такие, то там совпадают цифры. То есть люди разборку делают, а там у нас, допустим, вот такая цифра вылазит, вот такая там цифра вылазит, да, еще что-нибудь подобное там, вот. То есть где-нибудь там тот, кто это сделал, допустим, или тот, кого там это, у него там, если сложить все даты там его рождения, выходит вот это там, или еще что-то такое. Вот. То есть этот прецедент имеет определенную кодировку. То есть, грубо говоря, в командную строку тут был введен IP-конфиг, то есть была дана команда алгоритма запуска. Команда запуска алгоритма. И когда это событие, то есть им нужно с этого события получить определенную реакцию или определенное развитие. И когда они задают код, запускают код какой-то, да, вот, допустим, они запустили вот такую шестеренку, она начала раскручиваться, эта шестеренка, и создавать определенное матричное событие. И вот это событие, оно начинает прокручиваться и реализовываться именно по тому сценарию, который нужен им. То есть этот сценарий полностью контролируемый. Матрица работает так, как нужно им. То есть матрица работает, и она, допустим, дает результат. Люди обращают внимание, да, на это событие. Они обращают внимание на это, они туда отдают энергию. Где внимание, там энергия. Они запитывают это событие энергией, то есть они запитывают энергией события вот в виде вот этого кода. То есть они запитывают, по сути, этот алгоритм, который работает энергией. Этот алгоритм начинает раскручиваться еще сильнее. То есть и дальше уже пошло строение, да, то есть им нужно прийти к определенному, там, то есть домик, да, вот мы рисовали, домик им нужен, там, допустим, какой-то
построить. Такой, который им нужен. И вот все пошло. Алгоритм запустился и пошло событие. Далее за ним там другое событие. Событие. То есть событийная вот эта вот пошла цепочка, которая в итоге приводит к домику. И те, которые умели, вот я говорю, вот эти часовщики, они умели работать с матрицей, умеют, вот, для них все это вот оно, пожалуйста. То есть они работают с алгоритмами. И все вот эти алгоритмы, которые они запускают и делают, это не что-то, потому что у них денег много, у них это срабатывает не потому, что там чего-то, там еще кого-то, а не потому, что люди там им просто так подчиняются, потому что они там на уровне непонимания, незнания. Это вот матричные алгоритмы. И чем глубже человек в матрице, опять же, тем больше его реальность подстраивается под это событие. То есть одна шестеренка крутит другие шестеренки. То есть человек, реальностью которого и которым управляет матрица, все события в его жизни, все, что будет с ним твориться, оно будет выстраиваться матрицей. То есть люди какие-то, которые будут в этой матрице сидеть очень глубоко, так или иначе, их реальность будет выстраиваться таким образом. Их алгоритмы будут работать таким образом, чтобы они запитывали вот эту новую шестеренку. И они пойдут туда, где вот это событие, да, вот кинули вот эти механики. Они пойдут туда, потому что их алгоритмы матрицы, они поведут их сюда. Они им скажут: идите вот сюда и делайте, выполняйте, отрабатывайте вот эту шестеренку, крутите ее. Потому что вы точно такие же винтики. Я надеюсь, этот момент тоже понятен. И вот те провода, морковки, благодаря которым вот эти люди, вот эти механизмы крутят, да, и пойдут крутить вот этот, они им сюда будут рассказывать о том, то есть воздействие, да, мысленное опять же, что надо идти и крутить вот эту шестеренку. Эта шестеренка очень важна. Надо идти сюда. Посмотри, какая шестеренка, ай-яй-яй. Надо ее крутить, надо всех убивать, там еще что-то делать. То есть там что-то делать надо. То есть они будут полностью их настраивать, они будут полностью эти морковки всячески действовать на вот этих людей для того, чтобы они варились и крутили далее шестеренку. Потому что морковка в первую очередь очень сильно заинтересована в том, чтобы на выходе кузнец, а по сути морковка это кузнец и есть, то есть точнее кузнец это владелец морковки, то есть и морковка работает на него полностью. Он будет подвешивать эту морковку таким образом, чтобы ослик ее крутил, и эта морковка крайне заинтересована в том, чтобы кузнец на выходе получал разлитую по бутылкам хорошее качественное пиво. А качественное пиво он будет получать на выходе, если будет крутиться очередные шестерни. Вот те люди, которые, как я говорила, механики, да, они не все события создают. То есть они как обслуживающий персонал. Я говорила, есть люди, которые как обслуживающий персонал этого завода здесь работают. Когда нужно, они бах, открывают там нужную форсунку на заводе, да, когда нужно, какие-то алгоритмы запускают, то есть на какую-то кнопочку нажимают, там еще что-то. То есть они полностью тоже работают на кузнеца, механики. И они ведут, им кузнец дал, образно выражаясь, трудовой договор, где прописано четко, что, куда и зачем они должны вести. То есть на какие кнопки они должны нажимать, в какое время, к чему они должны привести вот этот механизм, то есть как он должен работать и все остальное.
Понимаете принцип этого всего? И если мы с вами, да, идем далее по матрице, то вы, наверное, может быть, думаете, почему я упустила такой момент, как часы, циферблат. Так вот, матрица – это внутренний механизм часов. Я уже говорила про часы, которые у нас находятся над головой. Огромные часы, которые мы ежедневно можем наблюдать. Ну, где-то уже давно их не видно, особенно над городами, но тем не менее. То есть здесь у нас большие-большие часы, лампочки тут повешены всяческие. Вот. И эти лампочки – это как огромный циферблат. И тут у нас там 0 часов, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, 7 часов и так далее. Так вот, здесь вот мы с вами живем, да? И мы здесь можем, в принципе, видеть, вот, а тут механизм, грубо говоря. Ну, он не здесь находится, вы поняли, да? Механизм, он находится вот здесь, везде. Где мы живем, вот здесь вот везде находится механизм. Так вот, вот это отражение того, время этих часов. То есть вот эти вот часовщики, которые работают с матрицей, они прекрасно ориентируются по вот этим часам над головой. Они прекрасно знают, как, что, зачем, какие события будут происходить, да, далее и прочее по вот этим часам. То есть по вот этим часам, когда там определенным образом выстраиваются стрелки часов, они это умеют вычислять, они видят, ага, там 5 часов, там 10 минут. Угу. В 5 часов 10 минут шестеренки этой матрицы должны выстроиться там определенным образом. То есть я вам показывала, да, вот 5 часов 10 минут. Огромнейший механизм должен выстроиться вот таким вот там определенным образом. Там должны встать вот эти шестеренки. Значит, вот этот алгоритм там уже находится на стадии, допустим, 60%, да, он там выполнился. Вот этот там механизм, он уже находится на стадии 70%, то есть алгоритм этот уже прошел. То есть скоро пойдет новый цикл. Когда у нас мы берем, допустим, любой алгоритм матричный, а он у нас имеет, грубо говоря, геометрическую, да, форму. У него есть начало, и это же начало есть конец. То есть этот алгоритм, можно сказать, крутится по кругу. И вот он покрутился, и у него пошла отработка. Там 10% определенных событий. То есть они создают события. Помним, да, раз то там, допустим, в 100 лет там война какая-то, раз там еще в 100 лет эпидемия, раз еще в 100 лет еще какая-нибудь хрень, раз в 1000 лет там еще что-нибудь у них. То есть они, в принципе, этого не скрывают. Они вам рассказывают, как работает их матрица. Они все это рассказывают. Они вам говорят, что вот тут все на циклах, значит, строится. Есть такой-то цикл, сякой-то цикл, там 5-й, 10-й, да. Они вам все это рассказывают. Все то, что они вам расписали уже тут на много-много времени. То есть весь цикл построения матрицы они вам расписали. Только одно они забыли упомянуть, что это как бы вражеская матрица, что это все их вот эти вот замуты. Но весь механизм они вам рассказывают, они вам все рассказывают, вообще все. Так или иначе. Просто, ну, поливают под нужным им соусом. Так вот, и вот оно пошло, этот механизм. И вот это событийные ряды. То есть это какие-то определенные, вот эта шестерня, да, она создает алгоритм событий, где одно событие, там, за ним следом там другое событие, да, будет. Событие, оно все прописано тут. Вот. И они идут вот так вот по кругу, там определенные события. И вот когда, вот она там, допустим,
наше сейчас. И вот это пошло, то есть и оно пошло по цепочке. Матрица выстраивает каркасы. Сначала одно событие, потом, допустим, оно провернется, будет вот это событие выполняться, потом оно далее провернется, вот это событие, потом там вот это событие, вот это событие, вот это, вот это. А для того, чтобы оно все тикало как часы, им все равно нужен кто-то, потому что машина в этом плане матричная, она, ну, я бы не сказала, что она вкупе, все вместе, система, она имеет искусственный интеллект определенный. Но это больше имеет искусственный интеллект именно вычислительного характера. То есть, но, опять же, если мы берем механиков и часовщиков, они больше как, ну, не то чтобы резервные силы этого всего, но они как смотрящие, следящие за тем, чтобы все шло по плану. То есть так или иначе искусственный интеллект полностью обработку вот этого всего сделать не может. То есть на какие-то моменты корректирования, да, работы этого всего нужен программист. И этот программист должен следить, чтобы механизм тикал как часы. Если мы берем вычислительно, вот вы представьте себе, что вот эта машина, вот эта вот штука, как же она работает? То есть она должна вычислять не только это шестеренки, которые крутятся. Эти шестеренки, они создают определенные энергетические конструкции, да, по большей степени. Но и вычислительные. То есть она должна тикать как часы. То есть каждый алгоритм, каждый, вот как в компьютере, да. То есть каждый алгоритм программного кода не должен друг другу как-то мешать. То есть один код должен быть продолжением, да, работы второго кода. И все эти коды, коих там миллионы, миллиарды просто, да какие миллионы, триллионы, там, триллиарды вот этих кодов, вот этих алгоритмов, которые работают внутри матрицы. Вы представьте только алгоритмы работы одного только человека, да, сколько их там. Вот, этих людей сколько, и сколько еще событийных, допустим, по всему миру, как это все сложить там между собой, и как там вести всех в одном направлении, которое именно нужно. То есть это надо складывать определенные, ну, можно сказать, временные линии или что-то такое, да, выстраивать, перестраивать все временные линии людей так, как надо вот этой матрице, так, как кому-то надо, а не человеку, не тем временным линиям, которые у него изначально были прописаны и прочее. И тут же еще идет такой момент, что не все люди для этой матрицы одинаково полезны. То есть есть, можно сказать, хакеры этой реальности. Если мы берем про хакеров реальности, то это люди, которые умеют выстраивать намерением материю. То есть эти люди, им на вот эти вот кода, на вот эту матрицу, им вообще вот просто пофигу. Они напрямую действуют. Понимаете, вот энергия материи. Матрица — это посредник. Выступает в роли посредника. А вот человек, душа. Так вот, среднестатистически как проходит? Душа влияет на... Ну, душа отдает энергию матрице свою, свой потенциал. Матрица его потенциал забирает и берет сюда, перенаправляет энергию его. И при помощи вот этой энергии материи она выстраивает по своим алгоритмам, так как ей надо, там, да, в ее вот этих шестеренках там и прочее, для человека определенную реальность. То есть это возвращает реальность, которую нужно матрице. Но есть люди, это души, допустим, если вы смотрели про эволюцию души, да, вы думаете, что вам эти видео не нужны, судя по количеству просмотров этих видео, но на самом деле они очень важны. И там я говорила про души четвертую плотность, которые уже прошли, да, они учатся как раз создавать каркасы намерения сами, то есть целенаправленно влиять на матрицу, ой, не на матрицу, а на энергию материи, а не делать это на уровне инстинктов. То есть также души пятой, шестой плотности, да, они это асы. Эти люди, они асы. И им не нужен посредник. В принципе, посредник вообще никому не нужен. Тут я имею в виду то, что
они, в принципе, даже если передают вот сюда свою энергию, так или иначе работая на какие-то там, идя за какой-то морковкой, которую они тут поймали, и вот они идут за этой морковкой, и все, да, они отдают энергию в матрицу, вот, матрица им сюда их энергию перенаправляет, также там создает реальность и все такое, но эти души, они на уровне своего внутреннего инстинкта, то есть это душа, допустим, это душа там 5-6 плотности, 5-6 плотность, они умеют это делать на уровне инстинктов, и они обходят этот посредник и сюда напрямую свою энергию перенаправляют. То есть они берут и просто, даже сами того не осознавая, есть люди, у которых все сбывается, знаете, вот как по волшебству, то есть они вот загадали какое-то желание, у них бах, все исполнилось. Дети, они это делают неосознанно, то есть дети, они верят, грубо говоря, в том, что им обязательно купят такую куклу, и события складываются таким образом, чтобы кукла у ребенка появилась так или иначе. То есть дети искренне верят в это, дети искренне запускают такие намерения, и им не нужна вот эта матрица, им еще ее в голову не вбили, им еще морковки вот этой не дали. Они напрямую энергию сюда посылают, и энергия материи выстраивается без всяческих алгоритмов посредников. То есть они, вот здесь энергия намерения, алгоритма намерения, да, то есть тот каркас, который выстроил сам человек, то, что он хочет получить, так или иначе. То есть его энергия, его алгоритм, он напрямую идет к энергии материи, и энергия материи, соответственно, ему напрямую сюда посылает то, что ему нужно. То есть в том виде, в котором он себе изначально это нарисовал. Вот у таких людей будет все сбываться. А те люди, которые просто свою энергию сюда вот направляют в матрицу и говорят, ну матрица, ну пожалуйста, ну дай мне что-нибудь, дай мне там здоровье, дай еще что-то. Матрице пофигу, она будет давать ровно столько, сколько вот у нее по алгоритмам заложено. А если еще и человек не задает четкое намерение, то есть он вот сюда не ходит напрямую, то матрица вообще тем более будет работать по своим алгоритмам. А ее алгоритмы, у него нету жалко у пчелки, у него еще что-то нет. Его алгоритм направлен на то, чтобы вот этого человечка сварить, чтобы потом его энергию разлить в бутылочку. Все. А энергия, которая залита в бутылочку, это энергия страданий. Энергия страданий, энергия там всего вот этого вот. Энергия с определенными свойствами, так или иначе. И событийные ряды у этого человека, неважно там, будет он там при виде морковки испытывать что-то хорошее, нет, при виде морковки ослик как раз таки должен испытывать хорошие чувства. Потому что морковку, когда он энергию отдает морковке, то есть так или иначе он идет за этой морковкой, он посыл делает замечательной доброй энергией, но эта замечательная добрая энергия уходит в матрицу. Потому что энергия матрица, в принципе, она не хорошая, не плохая, это машина. Это просто робот, это машина. Этой машине, ей без разницы, наоборот, энергия духа, которая идет, творческая энергия, энергия ее внутреннего потенциала, самая чистая, самая светлая, она именно и идет на формирование энергии материи. То есть, чем чище, чем круче, чем класснее энергию человек будет отдавать сюда, когда идет за морковкой, тем больше энергии получит матрица для того, чтобы на выхлопе дать человеку события, которые проведут его через 10 кругов там негатива, для того, чтобы потом вот сюда вот разлить замечательную энергию страдания там или еще что-то. Негатива. Понятно? Схема. Вот так все происходит. Ну вот опять же, эта схема не значит того, что человек, если он там, допустим, душа 3, 4 плотности, да, не 5, не 6, что он не может напрямую вот сюда вот в энергию материи свою энергию направлять. Может, но для этого ему просто нужно перестать идти за морковкой.
Вот такой вот принцип. Это я постаралась, честно, ребята, я постаралась как можно более, я не знаю, вот банально вообще на каких-то очень-очень легких примерах вообще вот вам рассказать принцип действия этого всего. Насчет того, что сами механизмы, алгоритмы, ну, я не знаю, насколько вам стоит вообще ломать этим мозг. В принципе, я рассказала, как они действуют, что эти алгоритмы это огромное, большое цифровые комбинации. И то есть управление этим всем ведет квантовый компьютер. То есть огромная вычислительная машина, которая просто вычисляет миллионы, триллионы там, алгоритмов. И эта вся вычислительная машина так или иначе пользуется другими системами, схемами этих серверов. И если мы берем, допустим, те же самые эгрегоры и прочее, вот это вот все, на том конце провода, если я смотрела, допустим, системные какие-то именно эгрегоры физические, да, там типа политики, там еще, ну, такого вот, те люди, которые сидят плотно на эгрегорах госструктурных и прочих, там на том конце провода там огромнейший, просто огромнейший, как ЭВЛ, машины вычислительные, огромные. Вот видели фильм, где мужчина там создал типа альтернативную реальность, там, да, матричную, он туда погружался, там в тело там какого-то мужчины, вот, мог туда погружаться, там, кутить, гулять, а тот, короче, потом, что со мной происходит, у меня там расстроение личности, не помню, как называется этот фильм, но там вот была прямо комната, огромное там помещение, где вот такие стояли, как вот я говорю, как старые там добрые ВЛ, огромнейшие компьютеры серверные, вот, и это все были вот машины, которые создавали вот эту искусственную реальность, которую создал этот человек. А потом там оказалось, что его реальность, да, вот, она не настоящая, и он на самом деле находится тоже в такой же матрице, только и сам является для кого-то там проводником вот таким вот, в которого можно входить. Я не помню, как фильм называется, давно-давно. Ну, вот это очень похоже. То есть это опять же к принципу того, что нам все показывают. Не такое же, конечно, не надо проводить параллель со знаком равно, но вот тот момент, что как матрица в матрице, да, это первый. А второй момент это то, что вот именно вот эти сервера, то, что создает, вот рисует эту реальность, это огромные вычислительные сервера, которые запускают алгоритмы, и которые рассчитывают алгоритмы, и которые вот это вот все делают. Поэтому вот такие дела, ребята. Вот, как бы, я думаю, основной принцип вы поняли. И на этом ролик можно завершить. Как бы, в принципе, ваши вопросы, я думаю, тема очень сложная. И ваши вопросы задавайте в комментариях, задавайте, что осталось непонятным, как может быть. Знаете, вот сейчас я сижу, вот рассказала все это и думаю, наверное, этот ролик был очень важен. Очень важен для того, чтобы вы вообще поняли саму схему, саму систему того, как это все работает, для того, чтобы вы поняли важность того, что почему нельзя идти за морковкой, почему морковка, она ведет так или иначе туда, куда вам не нужно, то есть она ведет в матрицу. И для того, чтобы, если вы думаете сейчас, у вас может быть там какие-то мысли в голове, что вот там это вот только там души 5-6 плотности, там они могут там, да, вот как-то что-то, значит, помимо этой матрицы там строить какие-то намерения, еще что-то там, и все такое, как бы, а я вот не смогу, а вдруг я там маленький, еще что-то. Ну, ребята, серьезно, я вам могу сказать одно. Души 3-4 плотности существования, они у меня на канале не сидят и видео мои не смотрят.
Это я вам говорю вот 100%. Они сидят, смотрят телевизор. Они сидят, у них другие увлечения абсолютно, у них другое вообще все. И восприятие этого мира другое. Поэтому, если вы сидите, смотрите видео, да, на моем канале, на каких-то подобных каналах или еще что-то, вы явно не из третьей плотности, и явно даже, вот, наверное, не из четвертой. Если вы понимаете вот эти все схемы, если вы понимаете, как это все работает. Потому что у вас это все на уровне внутреннего восприятия идет. Вы уже знаете очень многие вещи, вам нужно только вспомнить. И все вы можете идти вот против этой матрицы. И более того, да, если мы сейчас с вами говорим, почему в матрице начали происходить сбои, почему матрица не работает так, как должна работать, почему она сыпется, да потому что вот эта схема, что души 5-й, 6-й плотности, их сюда пришло огромнейшее количество сейчас. Вот. Они, вот эта матрица, да, а вот это энергия материи. Они что сейчас делают? Они уже вот сюда энергию не дают. Они уже уходят от этого посредника. Так или иначе, пускай у них тут будет еще пока морковка, да, на которую они обращают внимание. Но на уровне своего внутреннего восприятия, тем более сейчас все проснулись, как бы просыпаются так или иначе. И они перестают запитывать вот сюда вот энергию давать. Просто перестают. Они начинают воздействовать вот так. Все. Кто-то осознанно начинает это делать. Очень много таких. Я читаю ваши комментарии, когда вы пишете, что вот я там беру и запрещаю. Своя воля, когда вы объявляете волю, и вы на основании своей воли делаете сюда, напрямую, да, изъявление вашей воли – это в первую очередь энергия, направление энергии напрямую, без посредников. Вы говорите, будет по моей воле, я так хочу. И когда вы это делаете, вы продавливаете свое намерение, вы продавливаете именно свой домик, свой каркас сюда. И энергия материи начинает вам выстраивать ваш домик, то есть пошла обратная связь. Матрица будет сопротивляться, она будет пытаться этот каркас чего-то, кого-то там как-то вот на него воздействовать. Но, опять же, если ваша воля, вы говорите нет, будет по-моему, то вот здесь алгоритмы начнут перестраиваться. То вот эти циферки, вот эти все алгоритмы, вся вот эта вот система, она будет подстраиваться под вас. То есть эти цифры будут меняться согласно вам, оно будет ломаться. Так или иначе, то, что сейчас происходит, оно будет ломаться. Вот именно вот это проявление воли и энергии напрямую на энергию материи, влияние, это и есть те самые сбои, которые ломают матрицу. И если мы с вами сейчас начнем говорить о том, что именно происходит на данный момент в мире, то это война хакеров. Реально, это можно назвать войной хакеров, ребята. Потому что это война именно тех, кто влияет на энергию напрямую. И они вызывают сбои в матрице. Это они те, кто ломают эту матрицу. Это мы с вами ломаем ее. Так или иначе. Не какие-то совместные медитации, как вы мне там пишете, или еще что-то. Нет. Ваша воля ломает этот механизм. Ваша направленная энергия на то, что вы выстраиваете нужные вам каркасы, а не какой-то там ерунде, которая ведет вас с морковкой. Вы можете на нее напрямую влиять. Вы и только вы, потому что вы здесь погружены. Это ваша реальность, ваш потенциал. Почему не какие-то там боги, никто не могут оттуда влиять сюда? Да потому что потенциал, вот что влияет на энергию материи здесь. Потому что потенциал и воля – это то, что может менять реальность. И да, так это происходит. Ваша реальность
Никто не может ее никак. Вы только сами можете передать свою энергию морковки, этой матрицы. И тогда, да, при помощи вашей энергии, там кто-то чего-то простроит, но это опять же будут чьи каркас? Матрицы. Я хочу, чтобы вы это понимали. То есть никто за вас лучше ваш домик, ваш каркас не нарисует. Понимаете это? Поймите это наконец. Не надо запитывать матрицу, не надо запитывать морковку. То, что сейчас происходит, это война хакеров. И с одной стороны, это те, кто обслуживает эту матрицу, так называемые часовщики, да. Они с одной стороны. Они и плюс морковка. Морковка кузнецов, назовем ее так, морковка. А с другой стороны, это вы, это мы с вами, которые простраиваем своей волей, своим намерением то, что нам здесь надо, нашу реальность, ту, которую мы хотим здесь видеть, а не которую хочет видеть вот эти вот часовщики со своими алгоритмами, механизмами, войнами каждые 100 лет там и прочим. Понимаете? Так что, ребята, я надеюсь, вы после этого видео, возможно, у кого-то глаза так не откроются на то, что происходит. Возможно, кто-то не проведет определенные параллели, да, со знаком равно. А у кого-то, может быть, все станет наконец-то в голове на свои места. Поймет, кто есть кто что делает и прочее. И поймет важность того, что он должен свою волю проявлять сам, поймет важность того, насколько важно не кормить энергией морковку, насколько важно не кормить энергией своей, да, и не передавать управление своей волей кому-то там, то есть как важно сейчас, потому что ваша воля, ваша энергия, она может идти только в два, да, направления может пойти. Либо по вот этому направлению, либо по вот этому. Третьего не дано. Понимаете? Сейчас, на данный момент, в войне вот в этой, вы можете быть только по двум сторонам, можно сказать, баррикады. Это либо вот здесь ваша энергия будет, и при помощи нее вот эти алгоритмы будут выстраивать то, чтобы вас же здесь еще и поработить, либо вы будете использовать свою волю напрямую и будете выстраивать тот домик, который нужен вам, а не кому-то там. На этой ноте я про матрицу завершу, и вообще ролик уже снимается достаточно давно. Опять же, я не знаю, насколько вам много-немного того, что дала я, да, той информации, которую я дала. Это только мы рассмотрели один из цехов завода этой системы, да. Вот. Про эгрегоры, про морковку я расскажу, наверное, в следующем видео, чтобы у вас уже не было никаких вот этих моментов. Я рассказала, что это определенные штуки с проводами, да, которые имеют искусственный интеллект. Но если вы до сих пор не понимаете, как выглядят эгрегоры, то есть и вообще мы с ней, наверное, рассмотрим их как-то более для того, чтобы было понимание полное того, как вот эти вот искусственный интеллект с этой матрицей работает. То есть они работают совокупно. Но об этом мы, наверное, поговорим как-нибудь с вами потом. Про эволюцию души седьмой плотности я помню, я про нее не забываю. Я сейчас примерно думаю, представляю, как вам вообще рассказывать, что там и какие уроки проходит душа, потому что для того, чтобы рассказать, какие уроки проходит душа, начиная с седьмой плотности, это надо примерно знать устройство и мирозданий, не в том виде, в котором я вам рассказывала именно устройство, а именно как происходит воплощение мироздания, как проходит еще много чего, потому что это напрямую связано с этим. Также это напрямую связано
уже с моментом отслеживания законов там и все прочее. То есть души там познают законы Вселенной, как, что, зачем. То есть можно сказать, это уже институт, первый курс, как стать демиургом. Вот. Поэтому там объяснять немного уже сложнее, без какой-то знания определенных вот минимума, да, для понимания. Это достаточно сложно. Поэтому, наверное, мы как-то будем объединять темы и эволюции, и еще и каркасов, ну, вообще того, что у нас тут и как устроена Вселенная. Поэтому как-то так. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, ролик вам понравился. Я надеюсь, что было понятно. Я надеюсь, что вы поняли, как здесь все устроено, так или иначе. Опять же, повторюсь, попыталась не ломать вам мозг сильно вот этими конструкциями, алгоритмами там и прочим, просто рассказать вот основное, грубо говоря, самым простым, доступным языком, которым только можно было это все рассказать и объяснить. Так что на сегодня все. Как я уже сказала, если какие-то моменты, что-то непонятно, но я думаю, тут в принципе нету, ничего не должно остаться непонятным. Ну, так или иначе, если какие-то вопросы, задавайте их. Я посмотрю, если что-то действительно я упустила, как-то что-то, какие-то моменты надо прояснить, я их обязательно проясню. Ну а на сегодня все. Еще раз. Всем удачи, всем всего. Будьте со своей волей, никому свою волю не передавайте, никому свою реальность не передавайте, никакой матрицы никому. Вот. Не надо идти за морковкой, вы должны понимать, что все это принадлежит только вам. Никто не имеет права этим управлять. А если вы кому-то передаете право управления этим всем, то вас подключают, просто в матрицу заводят и все. На этом до свидания с вами. Как бы светлым тем более не надо. Вот для тех, кто там думает, что чего-то, кого-то там светлые силы там за них будут решать или еще что-то. Светлые силы ни за кого не решают. Светлые силы прекрасно знают схему того, что душа должна сама управлять энергией материи, и никто не имеет права как бы влиять, да, на решение души, на проявление ее воли и все. То есть светлые, они этот момент очень сильно ценят, они этот момент очень сильно отслеживают. Для них этот момент, можно сказать, что-то святое, на что вообще нельзя посягать. То есть, поэтому понимайте, вся вот эта морковка и момент с ней. Вот как-то так, ребята. На этом все. Всем пока-пока. До следующих встреч.